Всем привет! Вы на канале Тест камуфляжа. Периодически посещая различные паблики, посвященные милитари тематике, иногда натыкался на посты, в которых рассказывал всякая всячина по поводу маскировки зимой и зимнего камуфляжа. Помимо содержания самих постов, меня также интересовало, что пишут люди в комментариях. И как оказалось, народ довольно охотно высказывался на эту тему, выражая мнение о том, какой камуфляж лучше, стоит ли смешивать зимний и незимний, и стоит ли в принципе зимой облачаться в белое. В связи с этим я и решил записать данное видео. Хочу поделиться с вами своими наблюдениями в отношении эффективности использования зимних маскхалатов и их уместности в различных ситуациях. На момент записи этого видео мною было протестировано 9 маскхалатов в различных зимних камуфляжных рисунках. По результатам теста я хочу выделить несколько важных критериев в этих рисунках и маскхалатах, напрямую влияющих на их эффективность. Первое. Черный цвет, а именно его наличие и количественное соотношение с другими цветами. Отсутствие черного цвета в принципе в камуфляжном рисунке никак отрицательно не влияет на его эффективность. Но, если он все же присутствует, следует обратить внимание на его количество. Так получается, что чем больше черного цвета, тем хуже работает зимний камуфляж. Для примера можно привести два маскхалата. Один во всем известной расцветке клякса, где используются небольшие черные редкие пятна в виде клякс. Как раз из-за их размера они не демаскируют. Второй в редко интересной расцветке с названием, судя по бирке, Бундесвер, и напоминающий относительно новый немецкий камуфляж Neintardruck. Пятна черного цвета представлены тут довольно большого размера, что явно бросается в глаза, особенно на более открытых участках местности. Второе – белый цвет, а именно его количественное соотношение с другими цветами. В принципе, наличие белого цвета в зимнем камуфляже обязательно. И количество его должно быть, если не подавляющим, то довольно большим. А это, предположительно на глаз, минимум 40%. При этом тут напрямую уже встает вопрос, на местности с каким уровнем снежного покрова будет использоваться маскхалат. Если уровень небольшой и растительность не сильно укрыта снегом, можно использовать камуфляжные рисунки с минимально установленным уровнем белого цвета. К таковым, например, относится камуфляж пин-код Snowdrift. Количество белого цвета в камуфляже составляет примерно 40-45%. Третье. Наличие синевы материала маскхалата. Вот приходишь ты в военторг за зимним маскхалатом. Видишь, на стенде висит то, что тебе нужно. Беленький, красивый и цена не кусается. Покупаешь и идешь на природу проверять маскировочные свойства. И вот на природе при естественном освещении оказывается, что белый цвет маскхалата не белый, а голубой. Сюрприз! Причем самое хреновое, что пока не купишь и не проверишь, ты не узнаешь, натурал твой маскхалат или нет. После того, как я несколько раз столкнулся с подобной проблемой, я полез смотреть состав ткани, чтобы все-таки понять, из чего состоят нормальные маскхалаты, а из чего ненормальные. И каково было мое удивление, когда оказалось, что состав ткани во всех маскхалатах одинаковый. Это 100% полиэстер. Кроме пин-кода и белого советского маскхалата. Состав ткани первого мне неизвестен, а второе это 100% хлопок. Так что, к сожалению, никто не застрахован от приобретения такого некачественного товара. Чем больше маскхалат отдает синевой, тем хуже его маскировочные свойства. И четвертое – это прозрачность ткани. В принципе, тут можно повторить историю с походом в военторг, только концовка будет немного другая. А именно, ваша одежда будет просвечиваться сквозь ткань маскхалата. Толку от такой накидки будет мало, но этот эффект в целом можно обнаружить еще на стадии покупки. Поэтому тут необходимо быть просто повнимательней. Итак, таким образом, каким же должен быть эффективный зимний маскхалат? В камуфляже маскхалата должно быть либо минимум черного цвета, либо его не должно быть совсем. Белого цвета должно быть либо просто много, либо он весь должен быть белым. Ткань маскхалата не должна отдавать синевой. Белый цвет маскхалата должен сочетаться с цветом снега. А также ткань маскхалата не должна просвечивать. Что? Что ты хороший, а? Пёсель пришел. Кусак, как собака-кусака. Собака-кусака. А ну отдай. Все. Да нет, отдай помпон. Какой же все-таки камуфляж выбрать для зимнего периода? Ответ на этот вопрос напрямую зависит от величины снежного покрова. Рассмотрим несколько ситуаций. Первый снег или мало снега. Ситуация обычно характерная для начала зимы или в целом для южных регионов. Более открытые участки местности. Поле. Снега недостаточно, чтобы полностью покрыть растительность. Зимний камуфляж на таком фоне будет белым пятном. Однако и осенний камуфляж будет сильно выделяться.
На лугах и полях растительность слабо покрыта снегом. В положении стоя и сидя зимний камуфляж сильно выделяется. Лишь в положении лежа камуфляж будет работать. Осенний камуфляж в данном случае работает хорошо в любом положении. Похожая ситуация и в местах с кустарниками и молодым лесом. Разница в том, что трава ниже, из-за этого в положении лежа зимний камуфляж работает явно лучше, а осенний камуфляж хуже. Кстати, в данной ситуации явно имеет смысл смешивать камуфляжи. Более закрытые участки местности. Лес. Зимний камуфляж в более густых участках леса в положении стоя и сидя будет немного выделяться, тогда как в менее густых будет хорошо работать в любом положении. С осенним камуфляжем ситуация противоположная. Лучше всего он будет себя показывать на менее снежном фоне. И в данном случае смешанный камуфляж также покажет себя неплохо. Какой вывод можно сделать? При данном уровне снега далеко не всегда есть смысл использовать зимний масхалат. А если снега будет еще меньше, чем на кадрах, что вы сейчас видели, смысла в нем нет совсем. Но если все-таки решили использовать, предложу следующие варианты. Пин-код Snowdrift, Multicam Alpine, Atax ATX или разные белые мхи, причем Multicam и Atax в более серых вариантах. Зимняя березка или Мираж, скорее всего М05 подойдет. А также подойдут различные не слишком черные варианты зимнего флектарна, как, например, датский вариант. Много снега, примерно на уровне от середины голени до колена. Более открытые участки местности. Поле. Сплошной снежный ковер. Чем белее камуфляж, тем лучше он будет работать. И наоборот. Луга и поляны хорошо покрыты снегом. Снежный камуфляж тут будет работать в любом положении. Осенний камуфляж здесь неуместен. Среди кустарников и молодого леса зимний камуфляж показывает себя хорошо. Правда, чуть похуже в положении стоя. Осенний работает хорошо только в качестве верха и только в положении стоя. Более закрытые участки местности. Лес. Зимний камуфляж в лесу будет хорошо работать в положении сидя и лежа. В положении стоя будет немного выделяться. Осенний же будет работать только в качестве верха и только в положении стоя. Вывод. При данном уровне снега использование зимнего масхалата обязательно, а эффективность использования смешанного варианта крайне мала. Какие в данном случае лучше юзать комки? Полностью белый, различные варианты Клякса и Шнейн-Тарна, Multicam Alpine, причем его более белый вариант, Мираж, а также М05. Да, было бы уместно еще описать ситуацию, когда снега, среднее, поменьше того, что я описывал выше. Но специального материала записать не получилось. Но все равно свои мысли по этой ситуации я озвучу. При данном уровне снега, в принципе, возможно использовать любой зимний камуфляж. За исключением, наверное, самых темных, с преобладанием больших черных и зеленых пятен. Уже предвижу недовольство в комментариях по поводу чисто белого камуфляжа. Мол, если можно любой использовать, то чисто белый тоже. Как ты можешь его сюда включать? Он же палевный. Большое белое пятно. А дело в том, что он большое белое пятно только когда на фоне чего-то не белого. И только в положении стоя. А в положении сидя и лежа он очень даже эффективен. Не верите? Смотрите тест. Не просто ж так я это снимаю. При среднем уровне снега смешанный камуфляж уже не так эффективен, как при малом уровне. Он хорошо работает только в положении стоя и при передвижении. Также было бы очень здорово показать работу камуфляжа с камеры коптера. Но, к сожалению, из-за определенных обстоятельств сделать этого не получилось. Надеюсь, что когда-нибудь в будущем мы запишем зимний тест с коптера. Кстати, а что там по поводу снаряги? Ведь без снаряги никуда, и используем мы ее, как правило, поверх камуфляжной формы. А получается беда. Снаряга поверх зимнего масхалата, к сожалению, довольно сильно демаскирует. Я тут пробовал в качестве решения проблемы перемотать некоторые участки снаряги обыкновенным бинтом. И результат оказался, знаете ли, отличным.
Однако бинт держится не совсем надежно, и во время ползания-лазания он может спокойно разболтаться. А еще таким бинтом можно запросто за что-то зацепиться, причем в самый неподходящий момент. Какие могут быть еще варианты? Если у вас полноценный броник или плитник, попробовать использовать его под маскалатом, а подсумки переносить на варбелт. Также специально для зимы можно где-то попробовать раздобыть снарягу в зимнем камуфляже. На просторах интернета я такую видел. Правда, это было достаточно давно, а делают такую сейчас, я, честно говоря, не знаю. Еще можно пробовать красить. Но тут совершенно не ясно, насколько хорошо краска будет держаться. Вот, собственно, как-то так. Со снарягой нужно как-то уживаться. Если говорить о том, снарягу в какой не зимней расцветке использовать, подойдет то, что неплохо сочетается с голыми ветками и стволами деревьев и кустарников. Например, Сурпат, Атакс AX, серая сторона 66122, мох, причем более серый вариант, Спектр СКВО, Мультикам, Флектарн, а также может быть что-нибудь еще. Проблема в том, что снарягу на вкус и цвет хрен где найдешь, поэтому придется выбирать из того, что имеется. Вот, собственно, и все, что я хотел вам рассказать и показать. Подписывайтесь на YouTube канал, на Рутуб канал и на всякий случай на Telegram канал. Всем спасибо за внимание, пока!